Не снимай, не выкладывай. 14 января, мальчишки. Мороз собачий. Дома на градуснике минус 22. Будем заводиться. Надо будет ехать за батей. Сделали ему операцию на глаз. Не знаю, заведусь, не знаю, нет. Поехали. Ух. Сразу клапан затарахтел, блин. Так, ну ладно. Пускай стоит греется. Я пошел домой. Через 10 минут выскочу и на тепленькой поеду за батьком. Вот так я выгляжу, короче. Замотался весь. Выписка отменилась на какое-то время. Поэтому пошли с собакой гулять. И машину глушить. Морозище. Иди сюда. Хочу тебе куба показать. Морозного. Он прикольно выглядит. Смотри, две точки такие на стекле. Оттаивать начал. Вообще жесть. Ой. Вот такой видок. Сейчас поедем батьку забирать с больницы. Спустя каких-то полчаса или 45 минут, не знаю уже, батя позвонил. На 20 градусов остыла машина. Все, выпиливаемся за батьком. Батек меня ждет в больнице. Едем. Сегодня морозяка. Не знаю, почему в машине показал минус 17. Все-таки градусник стоит в машине, вот здесь вот в салоне, на печке. А там на окне получается градусник. Так что я верю, что 24, скорее всего. Я со своей батей офигеваю, прикинь. Просто, считай, вот во второй половине жизни пришлось ему пережить кучу операций. Что это такие? Ты что, товарищ? Ты как сюда попал? Сначала ему поменяли 2 сустава коленных. Представляешь, уже в возрасте. У него они разрушились, и он ходил вот так вот, короче, вот так. Кое-как вот так ходил. Сначала один поменяли, стал ровно ходить, потом второй. Сейчас он ходит ровно, как раньше. Потом инфаркт. Просто грудак разрезали, ногу разрезали, взяли оттуда сосуд, жилу и вкрутили в сердце, прикинь. То есть уже умереть должен был, прикинь. Вообще жуть. Спасли. И теперь вот операция на глазу еще, прикинь. Я просто в шоке. Я вот задаю себе вопрос, я бы вообще смог через все это пройти? Скорее всего, нет. Самое хреновое вот в этих вот операциях, это вот, допустим, вот в коленках и в операции на глазу. Это миллион анализов. Тебе назначают миллион анализов. Ты их сдаешь. Вот, операцию на коленках делают в Кургане. Ты приезжаешь в Курган, они говорят, твои анализы не годятся. Ну, то есть они либо старые, либо еще чуть. И ты начинаешь там проходить еще, прикинь. Все то же самое сдавать, эти 2 круга ада, короче. И вот сейчас по операции на глаз, то есть по замене этого хрусталика. Тоже, помнишь, я его в больницу возил? Все, вместе с ним. Я ходил на рентген, а он в больницу. То есть с тех времен еще, прикинь. Он в эту больницу, в нашу, просто как на работу уже, блин. Просто для того, чтобы там определенный врач написал бумажку какую-то, прикинь, что он типа может эту операцию перенести. Короче, просто жесть. Не делается все вот так, хлоп, и ты уже на операции. Так делается только в платных клиниках. Ты пришел, только плати. Зато здесь все бесплатно. Прикинь, сделали операцию на глазу бесплатно. МГН. Самолетик прикольный. Машина в мороз прям так нехотя едет, знаешь. Газ открываешь, она такая холодно, блин. Проехали только что вот эту желтую будку. Это одно из первых зданий, где мы хотели снимать базу. То есть на центральном стадионе. Вот эта будка, где живут сторожа, там всякая администрация, короче. И нам хотели там комнату. Не нам хотели, а мы хотели там снять комнату. Но что-то пошло не так. Значит, во-первых, мы сразу отказались, когда нам сказали, что там по графику типа надо. Ну, то есть со стальки-то до стальки-то все. Так, мне надо посмотреть навигатор. Что-то не помню, где поворот. А, нет, помню. Это вот больница на набережной. Одна из самых крупных больниц в городе, где все есть. Пустим этих орлов, блин. Пачке позвонил. Сейчас должен отсюда выйти.
Вчера в 9 утра операцию сделали, прикинь, в 9 утра. А сегодня 11:30 уже выписывают. Офигеть, да, до чего технологии дошли, блин. Это еще получается, я ходил в какую-то платную клинику, когда у меня был какой-то заеб по поводу глаза. Я хотел себе коррекцию сделать, чтобы очки не носить. Но я слишком поздно спохватился. У меня уже глаз какую-то форму уже принял там специфическую, что нельзя ничего делать. Вот он крадется. Не буду его смущать сейчас. Наверное, залепленный один глаз, нет? Нет, нормально все. Смотри, живой, здоровый. Даже без очков, прикинь. Вообще. Пленка, говорит, стоит. В глазу, типа? Плохо видишь? У тебя глаз красный. Ой, ужас. Даже хуже, чем было. Да ты чё? Ну, пройдет. Это первое время так. Так там она мне как что-то наливала. Так глаз щипала, аж не могла терпеть. Укол сделала. В глаз? Да. Ой, божечки. Куда-то. Потом промывалась. Фу. Вообще никакой разницы абсолютно. Глаз как глаз. Ну да. Капец, пережил, блин, столько всего. Видишь, я вижу, что она прям... Я не вижу, да. Так, ну шо? Какие у нас дела? Папику нельзя выходить на улицу неделю. Вот. Я, в принципе, уже 2 дня подряд гуляю с собакой 3 раза в день. Вот. В принципе, мне это не сложно. Еще неделю погуляю, а там он будет гулять. Если, чтобы вы понимали, я, не охреневшая рожа и не гуляю с собакой. Вот. А он сам решил, что ему нужно гулять, и поэтому он ходит с собакой. Сейчас мне надо съездить в аптеку, купить капли для глаз. Какие-то дорогущие. Потом на базу выкинем вот это барахлище все, чтобы оно тут не мерзло. И все, и домой. Урок сегодня отменился. Ко мне ходит паренек, занимается 2 раза в неделю. Вот сегодня не случилось, короче, ладно. Ну, холод собачий на улице, просто жесть. Одна миссия выполнена. Капли купил. 900 рублей 2 флакончика, прикинь. Миссия номер 2. Положить мамке косарь на карту. То до зарплаты, говорю, до пенсии еще 3 дня. А на карте у нее денег нет вообще. А я купил себе новый чехол на телефон. А он оказался немного не тот, который я хотел. Вот. Пластиковый такой, знаешь. И когда телефон кладешь на стол, такой бряк, такой стук. Не, мне такой не нравится. Мне нравится силиконовый, который и из рук не выскальзывает. Вот как это, я сейчас держу в руке, а он прям выскальзывает. Вот чтобы заказать себе этот телефон, надо положить денег на карту мамки. Ну и так пригодится ей косарь. У меня в ВКонтакте какая-то движуха пошла в группе. Человек по 10, по 5 в сутки подписываются люди. И видят меня там в админах, короче, и добавляются в друзья. Но я в друзья добавляю очень нехотя. Я не совсем вот этого понимаю, вот этого прикола друзей в интернете. Миссия номер 2 выполнена. Деньги закинуты на карту. Сейчас мне написал подписчик. Ну как, он говорит, добавился в друзья. Мне просто так написать нельзя. С меня хватит вот этого, знаешь, вот этого, без как полоумного вот этого вторжения в мою жизнь, не пойми кого вообще. Со всякими вот этими комментариями, или как их назвать, высерами, короче. Так вот, я сначала изучаю страницу, потом добавляю в друзья. Вот, оказывается, потом пишет, что это подписчик. И у него такая просьба научить, как сыграть соло. Кстати, прикольная тема. Но я написал ему, что ты где-то видел, чтобы я соло играл? Не снимай, блядь! Не выкладывай! Вообще для меня, для самого это очень интересная тема. И я задавал этот вопрос многим барабанщикам, известным, понимаешь? И они отмазывались от этого. Никто, то есть барабанщик, по сути, это
хлеб, соль, хлеб, соль. Ну, в своем большинстве. Но не все. Многие прям про соло, прям вот. Я не буду называть этого барабанщика, у которого я прям напрямую спросил, как сыграть соло. Я 27 лет играю на барабанах. Переиграл в кучах групп. Но до сих пор не могу сыграть соло. Да, от меня никто не просит это соло. Но я как будто считаю себя неполноценным, что ли, барабанщиком. Когда прекрасно понимаю, что соло я не способен сыграть. И когда я работал в школе, к нам приезжали барабанщики, именитые. И я спрашивал у многих, как сыграть соло, с чего начать. Я не буду говорить, кто эти барабанщики, но они отмахнулись от меня. Говоря то, что барабанщик не про соло. То есть барабанщик нужен, чтобы играть бит. Вот так. Вот, вернемся к нашим баранам. Про соло. Меня всегда интересовал этот вопрос. Я задавала эти вопросы Ютубу. Все, что мне вылазило, это там несколько вариантов соло, допустим, очень интересно. Сейчас, может быть, даже покажу тебе. Очень интересно рассказал про соло Игнат Кравцов. Как бы он предлагает играть фразами. Фразы составляют из себя вопрос и ответ. Сейчас покажу, как это примерно происходит. Но сыграть как Игнат Кравцов вряд ли у меня получится. То есть мыслить не просто какими-то этими фигурами, а фразами. То есть как бы задаешь вопрос, отвечаешь. Хочу добавить. То есть вот это один вид соло. Когда ты просто сыграл какую-то фразу, потом другой фразой типа отвечаешь. И вот так ты это все гоняешь. Типа вопрос, ответ. Вот. Есть еще один вариант сыграть соло. То есть ты в этом варианте можешь вообще руками ничего не играть какое-то время. А в это время можешь просто думать. Сейчас вот сыграю вот это, например. Или вот такую фигуру, или вот такую. А в это время ты играешь просто ногами. Тут. Понимаешь? Я вот, когда научился играть чуть-чуть на барабанах, я любил просто посидеть вот так, потуцкать. Тут. А в это время руками, что-то колобродить, короче.
такой бред. Не знаю, стало тебе яснее или нет. Вот, я ничего специально не готовил. Куча косяков. Но это все можно причесать, записать, выучить и сыграть. Как-то так. Это чуть-чуть короче, видишь? Не достанет даже до конца. А та достала. А, так правильно. Нет, все равно. Хвост. Не снимай, не выкладывай. На сегодня все мои движухи закончились. Мчусь домой. Что я сегодня еще буду делать? Не знаю, позалипаю в ютубе. Вот. Найду себе занятия, короче. Еле открылся. Ой. О. Смотри, сколько градусов. Так, печку надо убрать сразу. Очень холодно. 25 утром было днем на градуснике. 23. Я хочу съездить на базу, но я не знаю, как это оно заведется. Послушаем. Даже насос не сработал, прикинь. Замок крутится прям еле-еле. Смазка замерзла, прикинь. Давай попробуем. Но что-то я очень сомневаюсь. Жопой. Понял? Значит, получается 23. Это уже все. Кирдык. Сейчас подождем немножечко. Не знаю, может, в себя придет. Я вообще, честно говоря, сегодня не хотела никуда ездить. Думаю, немножко потеплеет, потом поеду. Ну что, попытка номер 2. Ни хрена ты. Ну ты, блядь, даешь. Так, включаем свет. Нагрузку даем на сеть. Чтобы немножко. Сейчас мафон выключу и поеду домой. Минут на 15. Пусть маслает. Ой, жесть. Просто жесть. Уф. 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 Тарабанит всеми клапанами, блин. Я приперся в машину. Ой. Она нагрелась до 68 градусов. Я включил печку, она дует холодным пока что. Ну, видимо, в этих воздуховодах еще ледяной воздух. Вот, тепленькая пошла. Так, надо еще эти зеркала подчистить, выскочить. И номера тоже можно. В общем, я задумал странное. Мне надоела вот эта вся херня на заднем плане барабанов. Я хочу иметь черный план, короче. Просто черный план. Все, вот ткань у меня есть. Вот ее хочу иметь сзади. Больше ни хера. Вот. В связи с этим мне надо убрать все, что там стоит сзади меня. Но это то, что стоит, я выкидывать не хочу. Я хочу это переместить куда-то. А вот куда? Вот это большой вопрос. Вот сейчас поедем и будем с этим разбираться. Я все думаю, что на морозе так люди дверями фигачат, короче, прям. Оказывается, во-первых, замки дубеют, резинки дубеют, и уже нет такого звука, такого чпок. А вот прям как металл по металлу, прям бам. Сейчас еле-еле свою дверь закрыл. Сходил, он снег скидал с зеркал. Ну что, поехали. Мороз, бензин уходит со страшной силой вообще. Машина стоит постоянно на прогреве. Постоянно, то и дело. Грею по 15 минут тачку. Мороз, лучше не газовать сразу, когда поехал. Мотор-то горячий, коробка и ходовая вся задубевшая. Лучше не газовать. Проехать несколько метров медленно. Я прям чувствую, как каждый подшипник на колесе в этой машине. Просто в шоке, просто. В общем, внезапно возник такой план. Вот так вот я, допустим, снимаю. Вот. Чтобы было все черное. Все стены, чтобы были черные. Чтобы ничего лишнего не было вообще.
Ну, может, картину оставлю. Или тарелку вместо картины повешу. Такой вот план есть. Как тебе такое, например? Ну, как ты понял, я в этой комнате... Мне нравится менять все постоянно. Туда-сюда. То есть не хочется... Я даже у себя в комнате, в квартире все время перестановку делаю, когда мне надоедает что-то одно. Вот. Слишком я хочу сделать, допустим, превьюшку. Беру вот кадр вот такой вот, например. Мне очень не нравится вот все, что вот в этом углу происходит. Вот где вот эти провода, все. Вот еще мне очень бесит, когда от зеркала отражается вот эта тумбочка, понимаешь? Сейчас я все это уберу, и ты просто посмотришь, как стало офигенно. А потом будем думать, куда это все девать. Ну, там барахло надо прибрать. Допустим. Вот тут все барабаны будет занято. Мне кажется, мне надоело это уже. Вся вот эта вот мелочуга, короче. Надо ее куда-то в то место, где нет барабанов, мне кажется. Слишком много внимания уделяется не пойми чему. То есть главный объект в этой комнате — это барабан. Фу, ну если я что-то начинаю, то все, это, блин, это просто жесть. Я решил ковер вот так перевернуть. Мне не нравятся вот эти пустые полосы по бокам. Пусть будет где-то посередине большая полоса. Но мне придется его либо подвернуть, либо отрезать, потому что он в длину не войдет. Освобождаем, короче, территорию. Вот сколько лет мы тут в этом помещении тусим, столько меня всегда бесило одно. Почему вот в этой стороне я все время обо что-то спотыкаюсь? Ты не поверишь. Вот так вот был вкручен саморез. Куда? Куда-то здесь был вкручен, короче. Вот сюда один был вкручен. Вот так вот торчал. И вот сюда еще где-то. Не знаю где. Выкрутил 2 самореза. 5 копеек, прикинь. Я богат. Было бы охрененно придумать какой-то короб по низу для этих всех сраных проводов. Вот согласись, что просто черный фон. Да, вот тут еще весь срач прибрать. И тут я вот этим вот таким вот, короче, поролоном все вот так вот заделаю вокруг. Будет, чтобы как бы... Ну, то есть, чтобы вот барабаны стояли и больше ничего не отвлекало глаз, как бы. Надо, короче, чтобы она не мешалась, сразу ее куда-нибудь прихерачить. К сожалению, у меня нет ножовки. Если ее вот на этот подоконник ставить, то она, скорее всего, упрется рогами в небо, блин. Надо будет ехать домой за ножовкой и отпиливать. А может быть, вообще не ставить ее. Хрен знает, подумаем. Ну, примерно так. Только надо будет, наверное, перевернуть, чтобы вот это было с той стороны. И отрезать придется, скорее всего. А может быть, сделаю внахлёст на вот эту стену, типа. Попробуем. Так, ну теперь либо отрезать, либо прибить. Давай сначала попробую прибить. Если не понравится, то прям по порогу так, отрежу. Так, этот надо распутать. Интересно. Здесь так и будет щель. Мне это больше подходит. Может быть, я еще потом этот ковер сюда подвину поближе. Вот этот ковер. Когда вот это все уберу с него, просто его слегка подвину сюда. И все. Зато снимаешь, когда у тебя вот такая картинка. По-моему, кайф. Фу, что-то я упикался. Присандалил так на скорую руку, чтобы просто посмотреть, как это будет. Ну и типа мне не нравится вот этот загиб, я его буду сейчас отрезать. Судя по всему, я задолбаюсь его отрезать. Фух. О, а что если сюда ее поставить? Я со своей коленкой тут лазю, короче. Вот видал, как я резал? Натер ножиком мозоль, прикинь. Фух. Запустил эту лампочку.
У меня вот от этого она горела. Я такой подумал. У меня там тройник вот здесь стоит. Вот здесь вот, видишь, какой тут ужас. От него вот это все запитано. Сейчас еще вот эту надо открутить. Я хочу ей новое место придумать. Но есть проблема, короче. Вот такой вот шнурочек всего лишь. Вот такой вот. Такусенький. Интересно, сколько вольт? Сейчас все отвалится, короче. Может, к этому, к метроному подойдет? Шучу. Сколько? 12 вольт. Ёшкин кот. Это тебе не это, блин. Тут у меня гирляндочка, которая на потолке висит. Короче, тут все жестко. Уже раза два, как минимум, пожалела о том, что выбросил кахон старый. Ну, не кахон, просто тумбочка. Ну, что-то бы воткнул его туда. И все, на него пультик поставил. Не хочу вот этот стол тащить опять туда. И толку от него нету, он мелкий. Получается, ты когда сидишь, у тебя... Да, если у тебя есть удлинитель наушниковый, то это как бы не проблема. Видишь, что разгладилось все. А было как бы запинался каждый раз об этом. Ну, эти штуки тоже надо поотрывать. У меня еще этот ковер же сюда ляжет, вон тот. С метками. Вот я и не придумаю, какую себе сварганить тумбочку под вот это все. Тут еще надо все переделать. Надо с отпаривателем приехать, вот эти штуки все исправить. Знаешь, просто отпариваешь, она расправляется. Ко мне на базу приходил гость, не знаю, неделю, наверное, назад. Вот и сказал, что это не по-христиански. Вот эта рожа. Это типа от лукавого. Я прекрасно понимаю тебя, но это в контексте фильма как бы. И одно время что-то прям это как было... Эта картина появилась у меня, я не знаю, лет 10 назад, наверное. Я уже прирос к ней, и она ко мне. Ну, и он мне предложил повесить сюда такую же фотографию, только какого-нибудь барабанщика любимого. Ну, я подумаю. Прилепил, короче, вилку эту. Тройник на термоклей. Подоконник перетащил. Теперь лампу надо перетаскивать. Я этот подоконник нашел вот здесь, вот на выходе валялся. Думаю, так, нет, мне это надо. Зачем, правда? Фу, жесть, мне сюда надо пылесос. Я столько всякого тут натрес, видал? Резал вот эту хрень. Ох, видал, сколько срезал? Попробую ее притулить. Вот так вот. Как будто все ок. Только, наверное, вот так вот вверх ногами как-нибудь. Да, покажу тебе результат на сегодня. Это будет выглядеть зеркало для меня, для учеников, чтобы... Главное, что в зеркале теперь ничего не отражается вообще, оно не бесит. Наклейки с него отодрать, и вообще все будет ок. Ты даже не увидишь, что это зеркало вообще. Вот такой вот план. Даже не буду тебя спрашивать, как тебе такое. Вот, потому что я делаю так, как мне нравится. Но устал я просто жесть. Ноги еле стоят, поэтому закругляюсь на сегодня. Завтра после обеда приеду. В общем, вот эта зона будет как бы такая вот, где можно будет что-нибудь снять. А вот здесь я буду ставить эти штуки. Всякие, вешать на стены. В планах закупиться вот такой штукой. Убрать весь пенопласт нафиг. И все заделать этой штукой. Она не столько делает звук лучше, сколько просто вид создает. По звуку лучше всего работают басовые ловушки. Такие, из минваты. Так, на сегодня хватит, я поехал домой. Фу, капец. 3 часа возни. Ну, вроде только начало что-то вырисовываться. Я без ног вообще. Сейчас с собакой еще надо пойти погулять. Фу. Вот. Эти тумбочки никуда выбрасывать не буду. Мало ли, может, мне опять вздумается опять все перестроить. Куда-нибудь их распихаю. К стене прикручу на крайняк. В общем, хочется сделать что-то прям не такое, как сейчас. То есть где-то есть пенопласт сверху тканью обитый, где-то поролон. Вот такой сыр-бор, короче. Хочется прям, знаешь, ну, не так вот, как это, из лоскутов сделать, а прям капитально. Я бы хотела еще эти ловушек наделать бы этих из минваты. Было бы прикольно, они прикольно на стенах смотрелись. Парочку хотя бы. Не знаю, зачем мне это надо. Типа, ну, записывать я здесь ничего не планирую, как бы. Но, как бы, чем черт не шутит. А вот просто, когда пишешь что-то, снимаешь, если комната хреновая, звучит хреново, это и на записи, как бы, на телефоне даже отражается. Вот, когда мы сюда только въехали, тут были, ну, стены из деревянной плитки. И звук был, ну, такой, короче, звенящий.
И вот все, что я сделал, это вот все, что я смог придумать тогда, это кое-где мы со старой базы смогли оторвать несколько плит пенопластовых и присобачить их сюда, прям на саморезы. Ну а сверху тряпкой. Ну, посмотрим, короче, пока так. Планирую, у меня в планах сначала восстановить тачку и съездить в Москву, а потом уже будем фигачить, короче, базу. Все, поехали домой. Не снимай, блядь! Не выкладывай! января, девчонки и мальчишки. Ужас, какая холодина. Настало время двигаться по банкротству, вот эти вот движения. Слушай, я его пришел, завел. Мы тут с собакой гуляли. Обошел так кругом, пришел к нему. Смотрю, музыка орет. Выключил. Значит, закрыл его. Пусть дальше работает. Пошел домой. За пылесосом. Вот сейчас поедем на базу там. Прихожу с пылесосом. А он заглушенный, прикинь. Не работает. Ну, завел, блин. Странно, конечно, не понял. Сорян за печку. Но что-то холодно, капец. Все, миссия выполнена. Выписка взята. Поехали на базу. Так, ну что, до того, как мне из конторы напишут, у меня есть какое-то количество времени. Может быть, полчаса, может час, может 2. Поэтому занимаемся спокойно себе. Я хочу полку с книгами вкорячить вот сюда. Поэтому сейчас я отпилю ноги и прикручу ее сюда прям как-нибудь. Так, лампочку прикрутил. Осталось тряпками прибить, чтобы слишком ярко не светило. Ну что, буду отпиливать рога. В принципе, мне эти ноги нафиг не нужны. Она все равно на стене висит. Вот так вот. Джин-джин, джин-джин. Готово. Начинаем складировать. Потихонечку. Фух. Устала, как собака. Опять. Короче, захотел жрать, что аж не успел тебе ничего снять. Скорее домой поехал. Я прикрутил этажерку для книг. Покажу сегодня вечером. Прикрутил этажерку из Икеи. Рамочку только и тарелку не прикрутил. Пока не придумал куда. Чтоб ты понимал, у моего бати сейчас зрение лучше, чем у меня, прикинь. То есть он столько лет этим глазом не видел. Вот интересно люди устроены, да? Вот лет 10 как минимум он ни хрена не видит этим глазом. Но почему столько лет надо терпеть? Почему так? Ну, здорово. У нас возле моего дома открыли филиал банкротства. Вон там. Прикинь. Я почти год тут ездил черти куда на металлургов. Час у меня уходил туда и обратно. Ну, почти. А теперь сюда, через дорогу перешел и здесь. А я им, наверное, с полгода назад говорю, а можно мне сюда? Они говорят, нет, нельзя. А сегодня пишут, говорят, вас сюда перенесли. Я говорю, вот, спасибо. Вот еду сейчас в банк, сходил туда в банкротство, еду в банк получать деньги. Бинго. Денежка получена. И заплачено, и все, короче. На этот месяц движуха закончена. Эй, глухарь, глухарь. Ух ты, ух ты. Такой. Да, пошли, пошли. Ух ты, мимо. Свозил батьку в клинику. Посмотрели, сказали, все супер. Батька говорит, поехали в гараж, 10 тебе залью бенза. Сейчас дверь откроет, подъеду поближе. Ну что, салям алейкум. Я решил метнуться на базу под вечер. Доделать там все уже. Доделать, и нужно придумать занятие
упражнения какие-нибудь на завтра. Завтра у меня урок 12. Прискочу сразу, будет все готово. Так что мне осталось только разложить барахло по полкам сегодня и придумать уроки какие-нибудь. Все. То есть вот черный фон абсолютно, какие-нибудь направленные лампы, пару-тройку. Вот. Ну и в принципе все. С лампами надо еще придумать что-то. Либо купить одну с этим софтбоксом, с этими, как они называются? Такая, с сегментами, значит, прикольная штучка, которая светит именно на предмет, на который светит. То есть не вокруг все засвечивает, а именно на предмет. Очень классная фигня. Думаю, как-нибудь разорюсь и возьму. Не снимай, не выкладывай. Ну что, ты готов увидеть эту красоту? Неописуемую. Вот я отпылесосил диван. Теперь надо покрывало на него постелить. Вот он лезет весь. Я вот сколько мог пылесосом по нему елозил. В общем, я придумал полку сюда присандалить, а этажерку сюда. Больше я ничего не смог придумать. Лучшего, как говорится. А что, нормально? Вот тут еще все черным заделаю. Ну, постепенно вот таким поролоном вот так все зафигарю, короче. Чтобы не было вот такого. Здесь такой. Тут тряпка, там то, все. Сейчас вот тут бардак разберу, короче. Придумаю какие-нибудь упражнения и все. Сейчас, короче, придумал вот эту фигню. Вот сюда вот так приделать. Вон уже розетка готова. Вот так. То есть здесь ничего не будет вообще. Только барабаны. Ну, стол на столе там. Можно тоже что-нибудь убрать. РХЧП. Справа еще лампу зафигачить, да? Но видишь, с этой стороны подоконник, он как бы не бьет в шары, когда вот сидишь. Он как бы отбивает лампу от глаз. А здесь просто к стене, если прихерачить, то уже не будет так смотреться. Ну, это еще свет выключен весь, считай, практически. Просто тебе показываю, как это будет вообще. Как это будет, например, что-нибудь пилиться, какой-нибудь кавер. Хотя сейчас за кавер, говорят, могут за жопу взять. Мало не покажется. Вот. Сейчас соберусь с мыслями, короче, и прифигачу рамочку. А пока вот сыграю девчонку.
она же висела у меня, получается, на черном фоне. И она не так светилась. Смотри, как она светится прикольно. Вот это тут все вокруг тарелки. Вообще, скажи. Круто же. Как что-то вообще, как будто не это, не вот эта доска, а что-то другое, зеркало, например, там. Кстати, прикольная идея зеркало туда зафигачить. Ну вот как-то так. Сейчас в телегу запущу. Не снимай, не выкладывай. Не выкладывай! Так, ну, последний раз тебе показываю все, что сделал. Вот, все прибрал, собаку одел, написал кучу упражнений. Завтра приеду заранее. Разберем некоторые брейки, все не буду разбирать, некоторые. Вот такой видок. То есть отсюда туда видок теперь. Раньше как было? Заходишь, там сарай, даже посмотреть некуда. Сюда поворачиваешься, тут все заставлено, черти чё, сбоку бантик. Теперь здесь чисто все внимание, акцент на барабан. Это все постепенно заделается. И с этой стороны также. Дай срок, как говорится. Вот. Ну и при входе тоже есть что посмотреть.
кто первый раз заходит, так, что тут у него тут? Всякого дерьма тут завались, короче. Вот. Ну, что можно залезть, посмотреть. Мне очень нравится, как светится. Прям вообще. Ну, тут полазить можно, пошастать, что-то посмотреть, книжку какую-нибудь выбрать. Настя, тебя люблю. Чаще, не надо.